Всем привет! Сегодня, я считаю, будет очень интересное видео, где я вам расскажу о своей точке зрения по поводу омоложения орхидей. Когда это необходимо, когда это целесообразно и когда это все-таки грамотное, взвешенное решение наше с вами. Когда я пересаживала вот эту орхидею, давайте сейчас сразу буду показывать, что у нее все хорошо. Эта орхидея пересаживалась на канале не так давно, этой пересадки всего лишь 2 недели. Орхидейка моей сестры, орхидея, которая была пересажена мной методом перевалки, когда из старого объема посадки я просто достаю растение, размещаю всю существующую корневую систему со старым грунтом в новый объем и досыпаю новой корой. Именно в тот уровень, который необходим. Все, это очень щадящий способ пересадки, который на моем канале показывается очень-очень часто. И самое главное, что этот способ пересадки имеет стопроцентный результат, где корневая система сохраняется при таком способе в стопроцентном варианте. Многочисленно пересаживая именно таким способом орхидеи, я вам показываю шикарные результаты развития и самое главное цветение таких орхидей, когда орхидея не омолаживается. Это очень крупная орхидея, мощная, красивая, нежно-розовая, крупноцветковая. Я вам рассказывала историю появления этой орхидеи у моей сестры. Я ее купила для своей сестры, и вот она долгое время росла и развивалась у нее. Когда я пересаживала эту орхидею, мне пришел очень, знаете, такой возмущенный комментарий о том, что «а вот мне не понравилась совершенно ваша пересадка, я не буду его вставлять, я не буду показывать, я не буду критиковать того человека, который написал мне этот комментарий». Он имеет, конечно, право на свою точку зрения, человек, который пишет мне комментарий. Вот, когда комментарии действительно бывают аргументированными, это очень-очень важно. И вот мне человек написал: не понравилась ваша пересадка, вы просто достали старые корни, даже не очистили орхидею от пропавших корней, просто разместили в новую посадку и добавили новой коры. Что этот метод не нравится человеку, который написал мне комментарий, и с точки зрения зрительницы нужно было обязательно, пренепременно омолодить эту орхидею. Ну, я так не считаю. В необходимости омоложения должна присутствовать целесообразность. А вот целесообразности в омоложении этой орхидеи я не видела. Отрезать, бестолково отрезать существующую обалденную корневую систему этой орхидеи было просто неоправданно и просто преступно. Представьте, да, когда я вам достала растение, вы все удивились. Ну, комментарии соответствовали, да, вашему восприятию того, что вы увидели в видео, да, какая была хорошая корневая система. И где зрительница, которая мне написала комментарий несогласия, увидела порченные корни у этой орхидеи. Я вам показывала все, знаете, под пристальным вниманием моего глазообъектива видеокамеры. Корневая система этой орхидеи была сохранена практически в стопроцентном варианте. И представьте, да, ну разбивала бы я эту корневую бороду, которая наросла у орхидеи в прежней посадке. Ну, удаляла бы я там те корни, которые находятся в нижней уровне шеи. Зачем? Целесообразность омоложения растения, которое находится в вот таком грандиозном, мощном состоянии, существует лишь только тогда, когда у орхидеи длинная шея. Вот просто вот такая шея, которую, ну, нереально разместить в посадку. Мы понимаем, что тогда при первом-втором поливе орхидея просто получит долговременное касание воды в уровне этой вот длинной шеи. Смысла, чтобы она загнила, смысла в этом нет никакого. Равно как вот для этой орхидеи я, собственно, это и сделала. Вот посмотрите. На канале показывается все то, что необходимо. Вот. Если у вас есть
например, решение в необходимости омоложения растения, я всегда вам только скажу: Бог вам в помощь. Ради Бога. Нравится омолаживать постоянно свои растения, омолаживайте. Мне нравятся вот такие мощные кусты. Я сегодня вам объясню, почему мне нравятся вот такие мощные, обалденные кусты. Ну вот эту орхидею я омолодила, потому что у нее был голый ствол. Помните, эта орхидея тоже моей сестры, где мы вместе с вами голосовали на канале и принимали общее решение о том, пересадить ли ее в интерьерную колбу красивую, высокую, либо действительно ее омолодить. И я вам всегда говорю, что необходимость в омоложении и принятие решения по поводу определенной орхидеи у меня всегда происходит в момент освобождения растения из старой посадки. Когда я вижу эту шею, когда я вижу эти корни, и когда у меня действительно есть твердое решение в омоложении этой орхидеи. Да, обалденный пень остался с шикарной корневой системой. И хорошая, мощная корневая система пошла в посадку для этой орхидеи. Сейчас, спустя уже, сколько прошло времени? 5 дней после омоложения этой орхидеи. У нас полет нормальный, у нас все шикарно и красиво. Значит, давайте я вам объясню, когда, вот я вам сказала, да, что я принимаю решение о омоложении растения в случае высокого ствола орхидеи, когда он голый и высокий, тогда да. Но опять-таки я всегда обращаю внимание на возможность питания теми корнями, которые располагаются в верхней уровне шеи, если я решу отсечь старую часть этой орхидеи. Вот смотрите, у этой орхидеи было немного воздушных корней. В основном хорошая корневая грунтовая система пошла в посадку. Есть варианты, как вот, например, у этой моей орхидейки. Я вам сейчас расскажу, что это за орхидея. Вот она, красавица, мощная, большая, красивая стоит. У нее, когда я ее омолаживала в посадку, пошла только воздушная корневая система. Там произошло падение растения с полки и перелом ствола орхидеи. Чисто физически она сломала себе шею. Сейчас все покажу, расскажу. И напомню вам, что это за растение, что это за орхидея. Вот, поэтому голый длинный ствол, конечно, в этом случае я всегда буду рассматривать возможность омоложения растения. Если у меня позволяет высота ствола, наличие на стволе большого количества корней, понимаете? Ну как вот здесь получается стволик-то не сильно большой был, ну 5 сантиметров, где-то, ну вот она, помните, она у меня как бы стволом ушла в диагональ, то есть сам ствол этой орхидейки, он ушел вот немножко лежа, лег на поверхности посадки. И это очень-очень хорошо. Целесообразность в омоложении растений еще присутствует и существует, если у орхидеи пропала вся корневая система, которая находится на стволе растения. И вот, например, у меня есть орхидейки, которые я приношу домой целенаправленно по уценке, где я вижу, что пропала корневая система. Я делаю минимальное улучшение грунта, удаляю торфяной стакан и оставляю растения на наращивание корней в существующей посадке. И когда у меня в верхнем уровне уцененной орхидеи начинается активный рост, хороший рост корней, и я вижу, что те корни, новые корни, которые образовались в верхнем уровне шеи, они уже способны питать верхнюю часть растения, тогда я просто-напросто беру, отсекаю нижний уровень ствола орхидейки с пропавшей корневой системой и пересаживаю растения с воздушными корнями. Вот еще одна целесообразность в омоложении растения, когда мы отсекаем старый ствол с пропавшей корневой системой и размещаем растения в новую посадку. Вы должны понимать, что, конечно, орхидея будет испытывать колоссальный стресс. Пока воздушная корневая система зайдет в посадку, пока она научится работать в условиях грунта, необходимо не увести растение в пропадание воздушной корневой системы. И на канале постоянно я вам об этом напоминаю. И мои, конечно, постоянные зрители знают, что специфика полива таких растений, она
существует, и она определенная. Все это можно увидеть в плейлистах тематических на канале. Почему я не применяю метод омоложения часто для своих орхидей? У меня очень мощные, красивые орхидеи, которые со временем, в результате того, что они становятся необыкновенно большими, они способны очень красиво и мощно цвести. Когда вы у меня спрашиваете, Ирина, чем обусловлено такое цветение ваших орхидей, когда у вас по 2-3 цветоноса и пышные шапки на цветоносах, именно цветочков? Я вам всегда говорю, что взрослые растения, которые имеют хорошую иммунную систему, способны обалденно, объемно, шикарно и восхитительно цвести. Омолодив орхидею, вы должны понимать, что если вы после омоложения сможете добиться хороших результатов, и у вас орхидея начнет развиваться после омоложения хорошо, то ждать объемного, мощного домашнего цветения вам придется, могу сказать, немалое время. Почему я так говорю? Потому что я неоднократно омолаживала свои орхидеи, и я знаю, для того, чтобы добиться прежнего цветения от таких растений, мощного, красивого, объемного, восхитительного, необходимо время на заново перерождение этой орхидеи. Когда у нее начнет в объеме разрастаться хорошо и мощно корневая система. Когда у нее появится необходимое количество пар листьев для того, чтобы орхидея действительно дала хороший, потенциальный, цветущий внешний вид. Очень красивый и, самое главное, мощный. А теперь вот сейчас я вам покажу вот эту красавицу, которая у меня самоомолодилась. Вот, посмотрите, орхидея королева. Она у меня занимается, знаете, собственной красотой сама. Где-то листочки вот у нее, видите, она буквально взяла, у меня отжелтила лист. Вот тут она лист у меня отжелтила летом, когда была невыносимая жара. Это, знаете, ее нормальное состояние, потому что способность отращивать корневую систему в верхнем уровне шеи у этой орхидеи, она просто колоссальная. Посмотрите, сколько сейчас цветоносов на этой орхидее. С каждой пазухи этой орхидеи был цветонос. Цветение было. Но я вам могу сказать однозначно. После того, как эта орхидея была мной омоложена, в результате того, что она сломала шею, когда упала со стеллажа, я ее разместила в посадку только с верхней воздушной корневой системой. И я, затаив дыхание, ждала, когда эта орхидея все-таки покажет мне, давайте переверну, чтобы вы видели, что у нее действительно здесь отличная история по корням. И я ждала, когда эта орхидея нарастит нужное, необходимое количество корней в посадке. Когда размещала, корней было очень мало, но они были длинные. Мне пришлось взять вот этот вот большой объем горшка. Я сделала дырки вот здесь вот по стенкам горшка, потому что предыдущая посадка этой орхидеи была такой же, с дырочками, дренажными дырочками на стенках горшка. То есть полузакрытая система посадки, где орхидея показывала очень красивый, обалденный рост. Она была такая мощная, но при этом у нее было большое-большое количество пар листьев, развитая шикарная корневая система. Давайте-ка ссылочку о том, что я увидела, когда орхидея упала, и что я потом делала. Там несколько ссылочек будет, я вам оставлю под сегодняшним видео, в описании внизу. Пройдите, посмотрите, какая корневая система осталась у пенька, сколько листиков осталось на пеньке, и с какой листовой розеткой и маленькими корнями я пересадила эту орхидею. Я, вы знаете, не хотела ее омолаживать вот от слова вообще. Почему я не хотела омолаживать? Если бы она не упала, я бы ее не омолаживала. Потому что эта орхидея, она неповторимо цвела. А теперь я вам расскажу, что это за орхидея. Это наша королева. Вот она как цветет в этом году. Не знаю, как вам показать весь объем цветения сегодняшнего периода.
И вот такого цветения, мощного, объемного, мне пришлось ждать после омоложения. Пересадив орхидею с большой верхней наземной частью, огромный кустик у нее был, и маленьким количеством корней, мне пришлось ждать хорошего, мощного, объемного цветения, именно такого, которое давала орхидея до омоложения. Мне пришлось ждать 3 года. Вот ровно поэтому я не люблю омолаживать свои орхидеи, если в этом я не вижу целесообразности. Я обожаю мощные кусты, которые способны шедеврально цвести. Это первое объемное цветение орхидеи после омоложения. Она цвела, много цветоносов было, но не то пальто, понимаете? Это не то цветение, к которому я привыкла. Это орхидея с 2009 года, мы с ней дружим. Это красавица, это талисман моего орхидейного мира, моей орхидейной коллекции. И вот только в этом году она вот так дала объемное, красивое, мощное цветение. И то я вам могу сказать, эта орхидея способна на большее. А теперь мы перемещаемся с вами в зимний сад. И здесь у меня растут орхидеи, которые пересаживались методом перевалки, когда корневой ком со старым грунтом я не трогала. И просто поместив корневую систему орхидеи в новый объем и добавив нового грунта, орхидеи способны обалденно красиво цвести. Сейчас покажу, что это за орхидейка. Это орхидея «Пурпурный дождь». Специфика роста корней этой орхидеи в уровне верхнего ствола, она вот такова. Тут практически, посмотрите, вот где даже корни она сейчас растит. Это генетическая особенность этой орхидеи. Когда я ее пересаживала, гневные комментарии на канале мне, знаете, чуть ли с таким сарказмом люди, бывают, пишут и говорят: да нет, да что за ерунду вы нам показываете, какая перевалка, нужно омолаживать такие растения. Опять я вам могу ответить: Бог вам в помощь. Но, девчонки, мои растения красноречивее меня и красноречивее всех моих рассказов, которые я на канале вам вещаю. Вот, пожалуйста, после того, как я пересадила эту орхидею в новый объем методом перевалки, вот как она цветет. Ни одного раза эта орхидея так не цвела. Существующая старая корневая система, новая корневая система, та корневая система, которая вот была воздушная, которая заправлялась в грунт, она сохранилась в полном объеме. Посмотрите, сколько там корней. Вот, посмотрите, там корней полным-полно. Эта орхидея великолепно себя чувствует и великолепно выглядит. Также у нее в верхнем уровне шеи растут корни. Как я вам сказала, это специфика этого сорта. И вот, пожалуйста, цветение, оно просто шедеврально. Вот, видите? Ну, кто еще вам расскажет о том, что не омолаживая взрослые, хорошие, мощные растения, где действительно сохранен хороший наполненный ствол, где он заполнен листьями, где хорошая корневая система, омолаживать растения для меня, вот именно для таких орхидей, это не целесообразно, и в этом нет никакой необходимости. Я люблю мощуги. Вот посмотрите, какая мощуга. Эта орхидея пересаживалась на канале методом перевалки. Как сейчас помню, это самое первое видео, которое я показала на канале о перевалке растения. Я этим методом очень много лет пользовалась. И первый раз я на канале показала для вас, пересаживая эту орхидейку в новый объем. Она цветет не переставая. Это орхидея Golden Beauty. Вот она сейчас зацветает у меня. Она цветет постоянно, делает это с удовольствием. Здесь просто проснулась живая почка. Немного у меня сейчас здесь бутончиков, но я вам могу сказать, чем взрослее эта орхидея, тем крупнее у нее цвет.
Вот у нее новый цветонос идет, и орхидея просто замечательно себя чувствует. Вот вы думаете, например, что? Конечно, сейчас ее нужно пересаживать. Здесь видно, что, посмотрите, что творится, а с той стороны, вот, посмотрите, это все ее корни, вот она. Ее нужно пересаживать. Какой метод пересадки для этой орхидеи я выберу? Так как у нее хорошо листьями заполнена шея, так как у нее корни находятся в разном уровне, и корни рабочие в горшке, это видно по состоянию орхидеи, и корни рабочие на поверхности. Метод пересадки этой орхидеи будет только перевалкой в новый объем с добавлением нового грунта. Не буду я ее омолаживать, но вот отсеку ей вот так вот макушку, пересажу, а потом я ее буду до нормального состояния 3 года растить, вместо того, чтобы любоваться цветением. Поэтому, если вы ставите перед собой задачу выращивания ваших растений, это мощное, объемное, красивое, восхитительное цветение, а, конечно, для нас это является первостепенной задачей. Конечно, метод пересадки растений, если в этом есть целесообразность, метод перевалки. Вот и все. Вы посмотрите, какая она здоровенная, вы посмотрите, какая она мощная. Вот этот не желтый листик, здесь у меня такая орхидейка, у нее там детка цитокининовая и свет желтый от лампы идет. Мощная орхидея, не омоложенная. Вот она. Вот, я вам могу тут показывать орхидеи, которые мной не омолаживались, а доставались из объема и методом перевалки пересаживались в новый объем. Я вам могу таких орхидей показать большое-большое количество. И вот когда эта орхидея сидела в старой посадке, да, у нее было все замечательно. У нее была хорошая корневая система, у нее воздушная хорошая корневая система была. Но она не цвела так мощно, объемно и красиво, как она это делает в этом году. А если бы я омолодила эту орхидею, то мощного красивого цветения этой орхидеи мне пришлось бы очень-очень долго ждать. Поэтому чем взрослее орхидея, чем она мощнее выглядит, тем она мощнее и объемнее будет цвести. Я всегда говорю, когда девчонки мне пишут: Ирина, ну как же, у вас они так красиво, мощно, объемно цветут, а мы вот купили недавно и хотим, чтобы она домашним цветением, там первым, вторым, мощно зацвела. Девчонки, поверьте, вы этого не дождетесь, этого не будет, пока вы не воспитаете для себя сами орхидею. Вот эту орхидею я тоже пересаживала методом перевалки, достала из старого объема горшка D12 с существующим корневым коломом, старой корневой системой, пересадила в новую горшок. Вот это 3-литровый горшок у нее, это просто на видеокамере вы видите маленьким его, большой горшочек. Потому что и состояние корней на поверхности позволяли мне это сделать. Ствол у растения не голый, он покрыт листьями. Для меня это самое важное. Если я вижу, что все на наземной части хорошо, значит и в корнях будет все хорошо. Поверьте, если у орхидеи начнут пропадать корни в посадке, вы это сразу увидите по листьям. Нижние листья начнут мощно опадать, желтеть и опадать. То же самое, когда я ее пересаживала, находились критики, которые делали мне замечания и говорили, что нужно было пренепременно распутать корневую систему в посадке, посмотреть там на наличие плохих корней, поковыряться и потом пересаживать, удалить все ненужное и потом пересаживать. Девчонки, пожалуйста, делайте все, как вам кажется правильным. Я буду делать все именно так, как мне кажется правильным. А результаты не заставят вас ждать. Именно мои результаты. Не на пустом месте снимается видео для вас о именно таких методах пересадки, перевалкой, когда растения мощные, грандиозные, красивые, просто-напросто вот так вот берутся из одного объема и вот так вот располагаются в новый объем, без ковыряния в корнях. Расковыряете корни, повредите обязательно их, а потом в посадках они начнут у вас гнить, и вы будете себя журить за это и ругать. Как же так? Почему же такое произошло и зачем мы вообще ковырялись в корнях орхидей при хорошей, видимой корневой системе? А вот молния моя, тоже я ее пересаживала методом перевалки. Вон она, горшок тоже 3, 3 литра.
У нее, смотрите, шея какая толстенная, листьев огромное количество. И она, посмотрите, как в этом году это первый раз, что она так мощно, красиво, объемно в домашних условиях цветет. Поменяла ей объем методом перевалки, без какого-либо омоложения. Пусть она будет вот такой здоровой. Вот посмотрите, это же мощная орхидея. О чем она, внешний вид орхидеи о чем говорит? О прекрасном состоянии растения. Все нижние листья сохранены, что свидетельствует о хорошем состоянии нижних корней в грунте, старых корней. Они хорошо питают нижние листочки. И поэтому у растения все замечательно. Зачем ковыряться в корнях, отрезать, омолаживать и так далее? Всю жизнь можно этим заниматься, а цветения не дождаться. Как по мне, вот такие мощные, обалденные, красивые орхидеи – это именно то, что я хочу видеть в своей коллекции. А какие вам иметь орхидеи? Это, конечно, ваше решение. И я на ваше решение, конечно, не имею никакого права влиять. Грамотный подход, правильные идеи, взвешенные умные решения помогут вам и вашим растениям красиво расти, цвести, а вам любоваться на ваши орхидеюшки. Как-то я видела канал Елены Лобачева лет 5 назад, наверное. Она снимала видео, можно его сказать, видеокрик. Видеокрик с обращением к зрителям. Когда она показывала многочисленные способы омоложения своих растений, у нее орхидеи либо пропадали, либо потом после омоложения, но никак не хотели расти, цвести. Хотя человек в орходеле давно-давно, коллекция у нее большая. И она действительно, я вот когда посмотрела, она показывала результаты омоложений. Какие-то орхидеи стояли в очень плачевном, нехорошем, практически загубленном состоянии. Какие-то орхидеи полностью погибали после омоложений, и так далее. Поэтому я вам могу сказать, целесообразность в омоложении, необходимость в омоложении, она должна все-таки присутствовать. Если я вижу, что не нужно омолаживать орхидею, я вам сегодня целое видео рассказывала, да, почему я не омолаживаю, как должны выглядеть орхидеи при определенном методе пересадки, где я не делаю омоложение орхидеи. Поэтому сегодня вы услышали мою точку зрения на этот способ. Надеюсь, мои орхидеи, посаженные методом перевалки без каких-либо омоложений, указали вам ваш правильный путь. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего, прекрасных, мощных, объемных, красивых вам орхидей, великолепных, восхитительных цветений вашим орхидейкам. Всем пока-пока, до новых встреч!